Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть и подробно сравнить такие разные и в то же время невероятно похожие модели внутриканальных наушников, как Wiser OS1 Beat и TRN MT1 Pro. Оба решения относятся к ультрабюджетному сегменту, базируются на 10-миллиметровых динамиках и действительно кое на что способны в плане звука. О них сегодня говорим. Поехали! Пришли наушники в одинаково простых коробках с обозначением моделей и списком технических характеристик, где отмечен один 10-миллиметровый излучатель, только у Wiser он имеет чувствительность 108 дБ и импеданс 36 Ом, а у TRN 106 дБ и 22 Ома. В комплекте идет инструкция, гарантийный талон и набор силиконовых амбушюр. В принципе, родными насадками вполне можно пользоваться, но лучше их заменить, например, на КБИР 07, что, собственно, я и сделал. Кабели у них тоже одинаково посредственного качества. Имеет смысл и им найти замену поприличнее. Чашечки в обоих случаях пластиковые, полупрозрачные, с компенсационным отверстием на внутренней части, немного отличающимися фейсплейтами. Как видите, здесь идентично расположены винтики, только у Wiser посередине идет надпись, а у TRN впихнули металлическую вставку с сеточкой по центру. Как заверяет производитель, тут используется полуоткрытая конструкция. Смотрятся модели неплохо, сидят удобно, так что вопросов к ним особо-то и нет. TRN MT1 Pro. Wiser OS1 Beat. По измерениям там примерно одинаковые импульсы, схожее поведение фазовой кривой. При этом в плане искажений TRN прям намного лучше. 19 сотых против 39%. Впрочем, оба этих значения заметно ниже существующей нормы в 1%. Затухание на 30 и 60 дБ у них тоже плюс-минус одинаковые, около 70 и 97 миллисекунд. Причем в обоих случаях без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с чуть более комфортным заходом у Wiser. Почти идентичное выделение области разборчивости с пиками на 2,5 и 4 кГц, еще одним пиком на 8 кГц для усиления резкости звучания и уже довольно разным поведением на верхах. TRN в этом плане заметно более агрессивный, а так настройка у них практически одинаковая. Главное, что нет акцента ни на низких, ни на высоких частотах. То есть звук хотя и будет ярким за счет верхней середины, но без рези и всяческих артефактов. По своему же звучанию MT1 Pro мне показались более напористыми, четкими, с лучшим восприятием нюансов и отработкой разнообразных затуханий. У Wiser же звук значительно жирнее, теплее и мелодичнее. Здесь подача, на мой вкус, естественнее и намного комфортнее, чем у TRN, где наблюдается уход в эдакую холодную мониторность. Согласен, MT1 дают нам почувствовать, что же такое прозрачность, драйв и скорость. Однако, если вы предпочитаете в музыке эдакую лиричность, то Wiser подчеркнет ее гораздо сильнее. Тут я бы больше ориентировался на вкусовые пристрастия и жанровые предпочтения. Так для тяжелой и другой агрессивной музыки, особенно с высоким темпом, намного корректнее себя поведут TRN. Но если вы большой фанат джазовой или другой акустической музыки, слаженность и приятная бархатистость Wiser позволит вам даже ощутить тот самый вау-эффект. При этом радует, что по атакам и уровню прорисовки Wiser нисколько не уступают TRN. Однако привносят в звук объем, глубину и приятный такой же рок на средних частотах. Отчего и чувствуется, что OS1 Beat звучат теплее и мягче. Не хочу сказать, что Wiser лучше TRN. Переключая их по очереди, мне очень нравится собранность и подсвеченная точность MT1 Pro и не менее симпатизирует теплая мелодичность OS1 Beat. Вокал в обоих случаях не задвинут, баса ровно, сколько
сколько нужно, да и высокие внимания на себя особо не оттягивают, позволяя насладиться самой важной частью материала. Однако и те, и другие слегка ярковаты. Это, кстати, очевидно, если даже просто рассматривать их настройку АЧХ. Разделение лучше, естественно, будет у ТРН, а певучесть у Wiser. Всякие тарелочки и колокольчики, если вы любите их выслушивать, реалистичнее звучат тоже у ТРН. Из актуальных решений мне удалось их нос к носу сравнить с HC Sound Heart Mirror Zero, которые выступают как бы средним звеном между обоими героями обзора. Они столь же собранные, как ТРН, и не менее комфортные, чем Wiser. Разве что в восприятии сцены на оркестровой музыке они находятся прямо заметно впереди. Подробнее, наверное, остановимся на них в отдельном обзоре. Главное, что я хочу сейчас сказать, это что все они примерно одного уровня, и, несмотря на разницу в цене, ничто из них объективно не лучше. Это очень хороший базовый уровень наушников для начинающих или не сильно продвинутых меломанов. Какого-то особенного эффекта сцены из-за полуоткрытой конструкции у MT1 Pro я лично не почувствовал. Да, чуть более интересно, чем у Wiser, но не тотально. Итогом, динамические наушники TRN MT1 Pro и Wiser OS 1 Beat неплохо выглядят, удобно сидят и имеют довольно печальный комплект. Кабели насадки я бы у них точно заменил. По подаче же TRN более собранный, четкий, с хорошим разделением, но тонковатой серединой и легкой агрессией на верхах, в то время как Wiser, наоборот, жирненькие, певучие, но не менее детальные. Для живой музыки мне по душе оказался комфорт и мелодичность Wiser, а для чего-то техничного и агрессивного TRN. Это действительно очень неплохие для своего сегмента наушники, однако пророчить им убийц более высокого сегмента я лично не возьмусь. Как пример, им очень посредственно дается все оркестровое и требовательное в акустическом плане. Прекрасные бюджетки для экономного меломана – это просто находка. А на этом у меня все. Это были наушники MT1 Pro и OS 1 Beat. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!